Бродячий кот по имени Томби прервал урок математики и вскоре подружился с учениками. Но когда над их дружбой нависла угроза, то что сделали ученики, было просто немыслимо. В небольшой начальной школе в Турции обычный урок математики превратился в нечто волшебное. В один холодный понедельник утром, когда ученики 3 класса рассаживались по своим местам, в класс небрежно вошел рыжий кот с высоко поднятым хвостом. Дети обменялись удивленными взглядами, а их учительница, миссис Пиннер, не могла не поднять бровь от неожиданного гостя. Она посмотрела на кота с удивлением и весельем, но вместо того, чтобы прогнать его, решила дать ему немного времени, побродить по классу и уйти по своему желанию, думая, что это добавит немного особенного в ее обычный урок. Она и не подозревала, что это решение приведет к неожиданной связи между классом и их новым пушистым другом. Томби, как его стали называть, был одним из бродячих котов, которые бродили по школьному саду. Однако он был особенный. В отличие от остальных, он предпочитал общество людей. Во время школьных перемен или в конце дня он подходил к ученикам, ища внимания. Дети с радостью гладили его, играли с ним и даже угощали лакомствами. Но однажды Томби решил вывести их отношения на новый уровень. Посреди урока математики Томби уверенно вошел в класс, временно прервав урок. Но на этот раз он не выглядел так, будто хотел уйти. Вместо того, чтобы прогнать Томби, миссис Пиннер решила оставить его. К этому времени она уже знала все о бродячем коте, который любил учиться, и кто она такая, чтобы лишать его знаний. Но у нее была и другая причина оставить его. Ученики 3 класса были известны тем, что часто отвлекались на всякие мелочи. Забытые ручки, потерянные игрушки, импровизированные игры обычно отвлекали их внимание. Однако с регулярными визитами Томби динамика изменилась. Дети стали более сосредоточенными. Когда кот был рядом, дети стали меньше играть на уроках, чтобы случайно не наступить на своего нового пушистого друга или не потревожить его. Миссис Пиннер заметила положительные изменения в своем классе. Вместо обычного хаоса появилась новая атмосфера порядка, когда Томби был с ними. Ученики стали более вовлеченными и внимательными на уроках. Даже самые озорные из них были очарованы выходками Томби, предпочитая сосредоточиться на уроке, а не на своих обычных шалостях. Связь между Томби и классом углублялась с каждым днем. Дети с нетерпением ждали его визитов, а кот, в свою очередь, казалось, наслаждался оживленной атмосферой в классе. Томби стал источником утешения и радости для учеников, превращая когда-то обычный урок математики вместо смеха и обучения. Однако радостная атмосфера в 3 классе миссис Пиннер резко изменилась, когда несколько обеспокоенных родителей подняли тревогу по поводу возможной аллергии. Опасаясь за здоровье своих детей, родители сообщили о присутствии кота школьным властям. Несмотря на усилия миссис Пиннер объяснить положительное влияние, которое он оказывал на класс, школа решила переселить кота, чтобы обеспечить благополучие учеников. С тяжелым сердцем миссис Пиннер пришлось найти для Томби новый дом. Когда новость о его отъезде распространилась среди учеников, то когда-то оживленный класс стал печальным. Дети, которые привязали к своему пушистому другу, не могли понять, почему что-то, что приносило им столько радости, должно быть отнято. Ища новый дом для Томби, миссис Пиннер отвезла его в ветеринарную клинику для вакцинации. Атмосфера в кабинете ветеринара была напряженной, и Томби, чувствуя перемены, казался беспокойным. Этот рутинный визит стал напоминанием о резких изменениях в его жизни. В конце концов, для него был найден новый дом, но коту было трудно адаптироваться. Он отказывался есть и проявлял признаки депрессии. Его самочувствие ухудшилось в незнакомой обстановке. Тем временем ученики, не зная о страданиях Томби, испытывали эмоциональные потрясения из-за потери своего пушистого друга. Когда до них дошли новости о несчастье Томби, их когда-то веселые души омрачились печалью. Отчаянное желание вновь увидеть своего пушистого друга, ученики писали трогательные письма и рисовали картинки, выражая свои чувства и воспоминания на бумаге. Однако их попытки казались тщетными, так как Томби оставался отстраненным и не реагировал, тоскуя по знакомым лицам третьеклассников. К сожалению, это также побудило его приемную семью отказаться от него. Миссис Пиннер не могла видеть своих учеников в таком состоянии и чувствовала глубокую ответственность за Томби. Поэтому она отправилась в приют, куда был сдан Томби, и забрала кота к себе домой, надеясь обеспечить ему необходимое внимание. Это была сложная задача, так как он оставался явно подавленным, тоскуя по ученикам, которые стали его семьей. В тишине дома миссис Пиннер Томби медленно начал снова есть, находя утешение в присутствии учительницы, которая проявляла к нему доброту.
коту. Однако депрессия продолжалась, и в глазах Томби отображалась печаль от разлуки с его любимыми друзьями из 3 класса. Понимая, что сердце кота принадлежит ученикам, миссис Пинар знала, что должна придумать план, чтобы воссоединить его с его настоящими друзьями. Она обдумывала идеи, чтобы убедить школьные власти, что присутствие Томби необходимо для благополучия учеников. Миссис Пинар понимала, что ее ответственность выходит за рамки класса и была полна решимости исправить ситуацию как для Томби, так и для своих учеников. Столкнувшись с задачей убедить школьные власти разрешить коту вернуться в класс, миссис Пинар решила сделать смелый шаг. Она поделилась историей Томби в социальных сетях, надеясь заручиться поддержкой и показать положительное влияние, которое он оказывал на ее учеников. Неожиданно пост стал вирусным, распространившись по разным платформам, и привлек внимание не только школьного руководства, но и главы муниципального управления образования. Искренний пост в социальных сетях дошел до родителей, которые первоначально выражали беспокойность по поводу аллергии. Увидев историю Томби и став свидетелем искренней связи между котом и детьми, они изменили свое мнение. Волна общественной поддержки, вызванная силой социальных сетей, побудила школу пересмотреть свое решение. Провинциальный директор национального образования в Эре начал расследование, чтобы выяснить, представляет ли кот угрозу для здоровья учеников, и в конечном итоге распорядился, чтобы Томби был воссоединен со своими одноклассниками. Новость о возвращении Томби разлетелась по школе, вызывая волнение и ожидание среди учеников 3 класса. Их пушистый друг возвращался, и класс снова наполнился радостью и смехом, который он приносил. Когда решение было окончательно принято, миссис Пинар вместе с учениками отвезла Томби к ветеринару для полного осмотра и вакцинации. Дети, стремясь поддержать своего пушистого друга, проявляли свою приверженность его благополучию. Визит к ветеринару убедил, что он здоров и готов снова стать любимым классным компаньоном. С возвращением Томби в класс ученики взяли на себя ответственность заботиться о своем пушистом друге. Они научились быть нежными животными, по очереди заботясь о том, чтобы он чувствовал себя любимым и ухоженным. Когда-то шумный класс превратился в обитель ответственности и сострадания, вдохновленный присутствием их необычного пушистого друга. Миссис Пинар, глубоко тронутая положительным влиянием Томби на своих учеников, нашла вдохновение для создания образовательной серии книг. В серии книг рассказывалось о приключениях Томби и его одноклассниках, подчеркивая ценность дружбы, ответственности и сострадания. Книги нашли отклик у учеников по всей стране, создавая новый интерес к чтению и обучению. Успех серии книг о Томби и его одноклассниках превзошел все ожидания. Почти каждый ребенок в школе стремился прочитать эти истории, и книги стали неотъемлемой частью учебной программы. Грамотность учеников улучшилась, но также были привиты важные жизненные уроки о сочувствии и понимании. Затем эта преданная учительница решила использовать доход от серии книг, чтобы оказать положительное влияние за пределами класса. Средства были пожертвованы местному приюту для животных, чтобы поддержать уход и благополучие других нуждающихся животных. Необыкновенное путешествие Томби не только обогатило жизнь учеников, но и стало катализатором положительных изменений в более широком сообществе. Преданность миссис Пинар своим ученикам и благополучие Томби доказала, что иногда ответственность учителя выходит за рамки учебников и уроков. Связь между бродячим котом и третьеклассниками свидетельствует о силе сострадания и понимания, показывая всем, что иногда самые неожиданные связи могут создать необыкновенные моменты в обычной жизни. Вы когда-нибудь были свидетелем преобразующей силы животных в учебной среде? Поделитесь своими историями в комментариях. Если вам понравилась история, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, выставив все уведомления, чтобы не пропустить новые интересные истории.